Привет, друзья! Меня зовут Наталья, и я рада приветствовать вас на своем канале «Мое хобби и не только». Сегодня я к вам с новыми работами, две у меня готовые работы. Это палантин, я уже вам его показывала, когда я его вязала. Палантин уже вот связался, я вам готова его показать. Длина этого палантина составляет 1,60 м, ширина 60 сантиметров. Здесь я делала более такую полоску из пайеток каждый ряд, а здесь уже по всему палантину, чтобы у меня их еще и хватило. У меня всего 2 моточка было Лана Гата этих пайеток. Они по 190 метров на 25 грамм. И я в каждый лицевой ряд вставляла пайетку. Он пушистый. Ну, это мохер. Я вам говорила, что мохер. 85% мохера и 15%, наверное, полиамид, на полиамиде. Края я не обрабатывала. Они у меня чуть-чуть, ну, сами знаете, что лицевой ряд, он немножко закручивается. Но я постирала и на горизонтальной поверхности сушила, когда немножко подтягивала. Хотя не фиксировала. Если бы зафиксировала, так, может быть, он не так скручивался. Хотя скручивается, меня это нисколько не напрягает. Но этот палантин связан для моей дочери. И главную оценку я жду от нее. Поэтому она еще его не видела. Что она скажет? Понравится ей или не понравится. Вот такой палантин. Я вам еще потом покажу его на себе. И как его завязывать покажу. И второе мое изделие — это вот такой жилет. Жилет кокон. Вот так. Он связан из пряжи турецкой. Написано здесь 100% хлопок. 330 метров на 100 грамм. На 100 грамм. Рекомендованные спицы 4, 5, 6. Я набирала, вот у меня было 3 моточка и осталось тут от третьего. У меня ушло 260 грамм. На мой где-то 44-46 размер. Набирала я на спицы 95 петель. Замыкала все вязание в круг. Оставалось на спицах 94. Разделила вязание на перед и спинку по 45 петель и взяла по 2 петли на погон. Погон у меня идет 2 петли. Вот он у меня на погон. Делая прибавки в каждом лицевом ряду. В изнаночном ряду, когда я разворачивалась и сделала росток, по 2 петли тут забирая, я прибавки не делала. Отвязав по погону, у меня ушло 24 сантиметра. Я разделила вязание на перед и спинку и вязала пройму для рукавов. Отвязав 17 сантиметров, я опять сделала подрез, ну как подрез, тут набрала 5 петель. И уже сомкнула опять вязание в круг и вязала уже опять по кругу. Край у рукава я ничем не обрабатывала никак. Не обвязывала, но когда я вязала, я вот такую вот дорожку, она достаточно такая вот ровненько-ровненько у меня получилось с изнаночной стороны, с лицевой смотрится ровно. Я делала одну кромочную, вот она, видите, как получается, вам видно, наверное, да. Одна кромочная, одна изнаночная и 2 петли перекрещиваю, как маленькая такая косичка. Но ее здесь не видно. Жилет блестит так, переливается. Я даже не ожидала, что он может вот так вот прямо так блестеть. Видно вам на видео или не видно? Скорее всего, что видно. И край изделия я делала симметрию такую. Один край у меня ниже
второго. Но это делается укороченными рядами. Это уже все знают. И обработка у меня просто лицевые петли. Но по кругу они идут ряд лицевой, ряд изнаночный. Получается вот такая вот дорожка. Сколько тут, наверное, сантиметра 4. Закрывала обыкновенно лицевыми петлями. Вот такой у меня получился жилет. Сделала углубление по спинке немножко, по переду. Горловину я тоже тут обрабатывала резинка 1 на 1, 2 ряда. И потом уже дорожка из изнаночных петель. Тоже получилось так достаточно красиво. Сейчас я вам покажу, как этот жилет и палантин смотрится на мне. Вот мой жилет. Небольшая симметрия, достигнута укороченными рядами. Этот жилет можно носить на какой-то гольфик, на водолазку с длинным рукавом, чтобы тут. Ну, можно и как самостоятельно, ну, и как футболка. Она такая вот. Набирала я на спицы 3,5, а потом основное полотно я вязала на спицах номер 4. Это забыла я вам сказать. И оно получается такое прозрачное полотно. Легкое, прозрачное, пластичное. Как теперь говорят, пластичное. Вот такая получилась летняя майка. Так, теперь у меня, вашему вниманию, это палантин. Мы его так вот на себя одеваем. Потом раз, два, перекрещиваем. Здесь у нас веревочки. Веревочки, завязки раз, два. И завязали на бантик. Все расправили. Расправили. И все. И вот такой палантин. Мне он очень нравится, но это палантин связан для моей дочери. Она у меня главный будет эксперт по этому изделию. Его можно носить не только, вот как я сейчас на майку одела. Его можно носить и очень красиво смотрится с платьем. Я мерила у себя с платьем, надо было мне вам показать. Также и с юбкой, с платьем. Ну, все что угодно можно придумать. Я бы еще хотела связать такой светлых тонов. И у меня идея еще связать ажурный. Хотела подарить своей подружке. Ажурный и косами, аранами. Будет очень красиво. И край, вот этот край, да, он идет, закручивается, но это нормально. Потому что он достаточно широкий. Вот такой вот палантин. Такие получились у меня два изделия. Связала я быстро их. Но жилет, длина изделия составляет вот по самой-самой длинной части 63 сантиметра. Да, 63, а тут, наверное, 48. Нет, здесь больше. Потому что у меня идет симметрия где-то сантиметров 10. Да, 63 и тут 50. Да, 12 сантиметров. И ширина изделия 52 сантиметра. Но чуть-чуть можно было связать побольше, подлиннее, но как-то я не подрасчитала. Ну, мне нормально. Нисколько у меня не вызывает никаких дискомфорт, что оно немножко коротковатый. С брюками, джинсами мне нормально. Мне хорошо на мне сидит, на моей фигуре. Вот такая у меня изделие. Быстро я его связала, в понедельник начала. И в среду я уже вечером его сделала ВТО. После ВТО все петли, я даже не ожидала, что такой хлопок, все петельки прямо выпрямились, и он стал такой вот, как вообще прозрачный, пластичный. Полотно стало пластичное. Поэтому вяжите, идей для вдохновения много. И когда
есть желание и какая-то задумка в голову пришла, то и вяжется быстрее. Ну и палантин. Также у меня сейчас уже в работе другое мое изделие, но я вам пока его показывать не буду. Я только могу сказать, что я вам показывала пряжу и говорила: одна пряжа и два изделия. Это одно изделие листопад, и второе я начинала вязать реглан погоном, по-моему. Да, реглан погоном, хотела себе джемпер связать. Но что-то пошло не так. Ну, это как всегда. Ну, не как всегда, но очень часто. Задумка одна, а потом уже в ходе работы думаешь: ай, нет, распущу. Я его распустила. У меня, наверное, в недели две эта пряжа лежала. Ализе Ангора Голд, по-моему, Шимли, да? Это пряжа с блесткой. И вот вчера я начала вязать резинку и думаю связать себе жакет. Вот жакет такой может быть на пуговках, потому что я к этой пряже уже и пуговицы прикупила. Буду его вязать. А еще даже не знаю, какие у меня идеи. Уже на улице тепло, лето, весна на пороге. Хочется вязать уже что-то такое легкое, летнее. Я бы хотела еще юбку связать себе, но не знаю, пряжи такой подходящей никакой нет, наверное. Какой-то хлопок нужен. Даже хотя, может быть, это ажурная юбка и не из хлопка. Посмотрю. Вот девочки, у некоторых посмотрела на канале, они вяжут с Ализе Дива. И тоже неплохая, говорят, пряжа. В общем, идей много. Спасибо всем, кто заходит на мой канал. Пишите комментарии, ставьте лайки или наоборот, что вам не нравится в моих видео. Может быть, что-то посоветуете, какой у нас с вами будет формат общения, что бы вы хотели больше видеть. Может быть, МК или какие-то там короткие МК, там рисунки, схемы, делиться узорами. Но МК, наверное, уже никому не удивить и никому это не надо. А вот готовые работы я бы хотела, конечно, показывать на своем канале, чтобы мы друг друга вдохновляли на новые изделия, чему-то учились у друг друга. Поэтому спасибо всем, кто заходит на мой канал, кто подписался на мой канал. Я очень рада. Всем большое спасибо. Всем пока-пока. Желаю вам хороших идей, всего самого доброго, мира, добра, уюта вашим семьям и всего-всего самого хорошего. Пока-пока.